Друзья, всем доброе утро. Время 10 часов утра. Еду на Спартане, попадаю на озеро, на избу-заползуху. Но сейчас вот проехал старой дорогой. Она все равно держит. В свое время была плотно укатана, и на ней нормально идет Спартан. А сейчас предстоит ехать по открытому болоту. И вот не знаю, как он пойдет. Снег сырой. На улице плюс 3 градуса. Я из дома выехал. Сейчас, наверное, еще теплее. И уже 1,5 недели стоит такой бешеный плюс. Еще дожди были. Вот такая вот погода. Снег просто весь сырой. Снизу уже все в болоте вода. Ручьи разлились. То есть вот такая вот весна, такая погода. Но сегодня, ближе к 5 вечера, уже обещают сильный ветер порывами до 21 метра в секунду и снег. А к вечеру уже по прогнозу минус 5 градусов. И следующая вся неделя пойдет минус. Там до 10, до 12 градусов мороза, и будет хороший наст. Все это проморозит. Вот. Так что, ну, вот такие вот погодные условия. Это начало апреля месяца. Попью сейчас чаю. В горле пересохло. И техника немножко остынет, отдохнет. И поеду дальше, потому что условия тяжелые. Там, короче, дальше глубоко. Рисковать не буду. А там еще один такой перелив. Там может быть еще глубже. Здесь уже размыло. Вот эта вот дорога держит, а там все. Короче, вот такое вот болото. Вот так вот приходится проезжать. Там хорошо так чуть-чуть не сел. Хорошо кочки помогают. Немножко вот. Главное, выехал на кочку. Сейчас надо, не знаю, гусянку чистить, не чистить. Но сейчас кочергой пошуружу там, пошурудю. Лишний снег выгребу оттуда и поедем дальше, попробуем. Проехал буквально метров 50 и снова влип. Надо выезжать на горочку сюда. Здесь как низинка такая получается. Под снегом очень много воды. Короче, жарко. Вот такая вот попажа. Ну, вообще, в теории-то надо проехать. Надо бы сюда выехать. Сейчас посмотрю, конечно. Достал аппарат с помощью лебедки. Если бы не лебедка, все, кирдык просто. Никакой домкрат тут не поможет. Его скидываешь домкратом на свежий снег, он снова тут же садит. Короче, только лебедка. Тихонечко в натяг сделал, подъехал. Натяг сделал, лебедкой подъехал. То есть, такие вот манипуляции. Пошел мелкий снежок, времени потрачено, наверное, часа 1,5-2. Все, выехал на болото. Уже вот видно мой след, воды нету. А здесь, видите, как спуск такой туда. И там вся вода скопилась с болота. Вот так вот я здесь бурился. Вот оттуда это все тянул на лебедке. Подъеду на лебедке, подъеду на лебедке. Местами глубоко есть, почти сапог, где-то чуть не залил. Вот так вот еду вдоль этого ельника. Здесь течет Виска, а здесь, смотрите, какая болотина, вода.
Но вот так тихонечко Спартан ползет. Отлично едет вот по сырому, по снегу, вот поэтому хорошо прет. Вообще нормально. Но если вот, даже если вот ногой я проваливаюсь и плотненько, он все равно идет. А если уже совсем такая, знаете, жижа, хоп, туда нога все ушла, он садится и все. И достать его сложно. Вот такие вот окна в болоте с водой. Еду от кочки к кочке, но даже не знаю сейчас вот как отсюда выехать. Но здесь, думаю, выеду. Туда не стал соваться, прошел пешком. Здесь снег плотный, а вот там дальше, туда вот туда, все, там снежная каша такая. Там встряну и будет его просто не достать. А самое главное, нету деревьев, не за что зацепиться лебедкой. Поэтому туда точно противопоказано. Поеду сейчас вот туда, вдоль этого ельника. То есть я вот там, с той стороны его ехал. Я вот так вот объезжаю. Сейчас обратно. И вот там вот надо вот в тот лес попасть мне. В дальний. Это надо искать перешеек. Там вот есть такое место узкое, где эта болотина сужается. Так как вот видите, воды сколько в этих окнах. Вот сзади за мной с краю все выступает. Ладно, осталось, думаю, не так много. Так, есть такие места, вот эти вот кочки, по ним мы проедем. Так, сейчас буду что-то думать. Попью чаю, немножко голову включу. Снегоход все равно придется здесь оставлять. Сейчас почистил гусеницу. Вот. Все там выгреб, так как будет сегодня мороз ночью до минус 5 градусов. И чтобы это все там не замерзло колом. Сейчас его здесь тентом накрою. Думал здесь где переходить, но увидел снизу вот там елка упавшая есть, старая какая-то. Сейчас на лыжах собираю весь необходимый, все необходимые вещи, вернее, которые мне нужны на избе. Главная цель сегодня добраться до избы, высушиться, сварить, покушать, переночевать, а завтра уже видно будет. Еды набрал полный кузов, так что не замру. Опа. Аккуратно. Там снизу лед еще. Да. Хорошо еще здесь. Вот это вот дерево. А там снизу лед. Это просто верховая вода. Да. Главное, чтобы дерево там на корни не упало. И будет все отлично. Так. Ладно, ручей перешел, это уже здорово. Думаю, проскочит по воде-то. Сейчас по-быстрому. Все. Снег уже практически параллельно земле летит. Вот такой силы ветер начинается. Сейчас раздует еще сильнее. К вечеру. Сейчас самый пик такой начинается. На озере вода, слуз. Не знаю, можно ли ходить, какой он глубины. Завтра все посмотрим. Красиво так, снег падает. Вот это вот. Такие вот елочки все в снегу, как осенью. Когда первый снег, напоминает чем-то.
Очень красиво. Здесь за ельником и ветер не такой сильный. На болоте будь здоров дует, на озере того берега не видно. Все. Я на избе. Чистота, порядок в избе. Отлично. Сразу раздеваюсь. Все сырое вообще. У меня даже эта штука сырая. Вся спина сырая. Надо все сушить. Все надо сушить. Шапка вообще насквозь, как тряпка. Вообще в целом цель поездки это была рыбалка на этом озере. И хотел разобрать бобровую плотину. Но так как уровень воды высокий в ручье, если я разберу плотину сегодня, то я завтра по этому бревну обратно не перейду. То есть пока трогать я ее не буду. Пускай она останется. Возможно, что вообще ее трогать не буду. Насквозь, просто насквозь, вот до сюда вот, по пояс. Все, в избе уже тепло, красота. Вот что значит кровь в тайге. Любая изба это даже самая плохая. Главное, крыша над головой. Это будет отель 5 звезд. Когда такая вот погода ненастье. Температура уже полезла в минус. Уже полградуса. Я приехал, было +1. Когда пришел, вернее. Крышка уже замерзла, морозит.
Приходится вот так регулировать температуру в избе. Двери открываешь и закрываешь. Потому что сейчас закрыть, тут реально как в бане. Вот тут печку затопил, и через 10 минут можно мыться. Нагреть воды. Изба небольшая, 2 на 2 метра. Печка, ну, такая не маленькая для этой избы. На улице ураган. Взял рыбные котлеты в этот раз. Сейчас их подогрею с гречкой. Они уже готовы. Еще немного информации по каналам. Друзья, у кого не работает YouTube, добро пожаловать на Рутуб и ВК видео. Там я дублирую ролики. Все то же самое. Возможно, где-то будет чуть побольше. Пока еще не решил. То есть и возможность смотреть на большом экране на телевизоре. Есть приложение у Smart TV, что ВК видео, что YouTube, что Рутуб. Ну и YouTube тоже есть, соответственно, у кого он работает. Жарко. Друзья, всем доброе утро. Время 7 часов. Вернее, не 7, а без 15:07 утра. Сегодня солнечный денек. Сейчас кипит чайник. Заварю термос, сварю овсянки, позавтракаю. Все соберусь и выйду сначала на водоем. Прогуляемся по озеру, посмотрим, какой лед, вообще можно ли ходить. А потом уже схожу за рыболовными вещами, которые оставлены у снегохода. Там, на той стороне ручья. Вот чайник закипел. Все, да. Готово. Ух, как с горочки хорошо. Классно. Ручей затянуло льдом. Я сейчас там переправлялся, перетягивал волокуши, и по льду они проскочили. Отлично, сантиметра 2, наверное, такой ледок. Ну вот как-то так, подмерзло. Ох, хороший. Первый окунь. Пузатый, с икрой. Сильный ветер. И вот этот снег метет. Поземка такая. Ух ты! Уха уже есть. Есть. Крутой обрыв, свал тут. О,
Был ударчик небольшой, по-моему. Нет, нормальный окунь. Вот там мелко, в 2 метрах. Наверное, сантиметров 30 глубина. А здесь уже метров, наверное, 2, где-то так примерно. Вот он. Боком зацепил вот так вот за жаберную крышку вот эту вот. То есть он есть, интересуется там. Рядом где-то плавает. И ветер, конечно, сильный. Уйду в другое место, попробую поискать активного окуня. Камеру опускал, рыба есть, но клевать он не хочет. Стоит, смотрит, какой-то такой заторможенный. Вот. И немножко хоть согреться, а то я тут на месте сижу, меня просто насквозь всего продувает, ветер сильный, руки замерзли, вот рукавицы пришлось одеть. Так вроде не холодно, где-то минус 3 градуса, но ветер делает свое дело. Эй, мелюзга, елки-палки. Далековато просверлился, глубоко, метра 4, наверное, может 5, примерно в этом районе. Вся блесна во рту, окунь не крупный, такой. Надо согреться немножко. Пришел на избу, попью сейчас чаю и чуть-чуть подогреюсь. Тут посижу на солнышке. Там, конечно, на озере. Вот сейчас я как раздет. Кажется, что тепло. А на озере ветер сумасшедший. Это здесь вот тает немножко с крыши так. А так где-то минус 2, минус 3 градуса. Руки замерзли. И самое главное, у меня костюм этот весь... Даже флиска вот эта вот не помогает, их костюм просто насквозь продувает. И рыба отказала в клеве. Время 10 часов 38 минут. Вообще отрезала все. Самое главное для меня открытие на этом озере. Сейчас стал чистить окуня, и у него весь желудок забит мелкой колюшкой. Такие по сантиметру, по 1,5. Это трехиглая колюха. Я вообще не знал, что здесь она есть. Тут щука, окунь, сорога. Все, 3 вида рыб. Еще, кстати, теперь 4-й, колюха, обнаружена. Сколько раз я здесь чистил щуку, окуня, ни разу не встречал.
Поймал. Прямо клюет подо льдом. Чуть-чуть поднимаю, играю как мормышкой. Но нету такого удара в руку. Поклевки такие вялые. Он просто садится как сопля. И все, вытягиваешь его. Передвигаясь на другое место, там уже все, больше окунь перестал клевать. Здесь хоть более-менее поклевывает что-то. Обошел уже вокруг озера. А самое главное, там вот тут угол весь, только лунку просверлил, и запах такой неприятный идет, и вода очень мутная. И там вот сколько нигде не пробовал, ни поклевки. Опускал камеру, вообще ничего не видно, такие взвеси, туманы какие-то под водой, соответственно, там и рыбы нету. А здесь уже водичка прозрачная, более-менее запаха нету, и уже окушок проворачивается. Нет-нет, да поклевывает. Вот. Глубина совсем маленькая, подо льдом. Это мелочь. Совсем мелко. Вот тут еще более-менее. Окунь не крупный, такой ушной. Ух ты.
Время 2 часа дня. Решил вскипятить еще чайку. Термос весь выпил. Хорошо на костре. Плитку газовую забыл. Собрался тоже. О, зашумел. Такую хотя бы портативную горелочку небольшую, 200 миллилитровым, 200-граммовым баллончиком. Нормально. Хватает там на 2 дня. Ну, не постоянно готовить, ну вот так, чайничек скипятить. А так приходится кочегарить печку, чтобы тот же чайник скипятить, там сварить что-то. Утром, ладно, утром всегда печку топишь, там по ходу дела все это сделал, не проблема. А вот так днем сейчас ради этого печку кочегарить там смысла не вижу. Да и на костре быстрее скипит. В целом рыбалка неплохая вышла на сегодня. Вообще, когда здесь дует северный ветер, северо-запад, обычно рыбалка здесь ужасная, просто ужасная. Я уже в дневнике не раз записывал и от стариков информацию получал, что когда здесь дует юг, то рыбалка здесь удачная. А север, все, на озере делать нечего. Но вот как показывает практика, сегодня север, северо-запад дует. Вчера дул, сегодня окунь клюет. Но он какой-то вялый, но тем не менее результат есть. И в том году я замечал тоже, в какой-то день я приезжал, тоже северный ветер. Крупный окунь клевал. То есть это как бы, тут скорее всего не только от одного ветра зависит, может быть луна еще роль играет. Давление, факторов очень много различных, кроме ветра. Поэтому только ездить, проверять самому вот так вот. А дома сидеть, ой, ветер не тот, наверное, не поеду, клевать не будет. Ой, там луна не та. То есть надо все равно ехать в любом случае. Так, все, вскипел самовар. Вот такая поваренка. Вообще отличный вариант. Классная штука. Регулируешь по высоте. Некоторые спрашивают, что такое поварня. Вот поварня. Варить. Поварить. От слова. Раньше в колхозах на сенокосах такие делали. Поэтому у нас как-то принято такие вот вещи делать. Да удобно, стационарное. Вот. Не надо эти таганки, все это. Можно 4 котелка повесить, если, допустим, народу много. И только сейчас до меня дошло. Сейчас вот так вот переходил. Плотная дорога. Вот эта бобровая плотина. Неплохой природный такой мост. Вот эту ольху, если убрать, вот стой, то я думаю, здесь спокойно можно проехать на Спартане. Он плотный. Там сучья, ветки, деревья навалены. Плюс снег. Это замерзло все. Я вот проходил, даже ни капельки не провалился. Я думаю, неплохо можно было проехать. Единственный вариант, там вот болотина такая вот за этим лесом, такая нехорошая. Возможно, там бы я не проехал. Варю уху. Время 4 часа ровно вечера. Сейчас сварю, покушаю. И буду копить силы на вечернюю рыбалку, на вечерний клев. Крупных окуней, я думаю, должен поклевать. Специально сходил, когда лыжи забирал, поставил веточку в ту лунку, где у меня самый клев такой был, покрупнее окунь. Когда снимал на подводную камеру, там окуни хорошие плавали.
Это самый лучший обед, завтрак, ужин в любое время суток. Солнышко прям сюда заходит. Сейчас ужинаю, полчасика, может, отдыхаю и иду на рыбалку. Именно вот в сумерках, ну, до темноты буду пробовать окуня ловить. Ветер стихает, как и по прогнозу. Обещали, после 5 будет стихать. И будет вообще классно. Снега не обещали, так что я думаю, погода будет неплохая. По крайней мере, сходим, попробуем, чтобы потом не думалось, не гадалось. Ой, вкуснятина. Крупный окунь, он может сейчас вот не клевать, но через 5-10 минут, как начнется клев, то есть такой кратковременный, вот этот покрупнее уже. О, хороший окушок пошел уже. О, хороший. Вся блесна во рту, практически не видно. Есть вот такой попал окушок. Хороший. Отошел метров, наверное, 20. Похвастаться особо нечем. Вот 3 таких окуня поймал. И все. За час рыбалки я отпустил мелочи, наверное, штук 30-40. Очень много. Всех обратно. Сейчас вообще все отказало. Вот, наверное, минут 10-15 просидел. Вообще поклевки не видел. Даже мелкого окушка ни одного не поймал. И не знаю пока, что делать. Либо в избу идти, закругляться. Вроде хочется половить, но как-то не верится, что уже будет клев. Друзья, всем доброе утро. Время 9 часов утра. Все, собрался, выхожу из избы. Навел полный порядок. В избе запас дров приличный оставлен. Плюс тут дрова есть. Вот так вот все. Увязал уже в санки волокуши. Сейчас иду до озера, пробую рыбачить окуня и ухожу уже все до техники и еду домой. Посмотрим, какая рыбалка сегодня будет. 4 часа утра было ровно минус 10 градусов мороза. Наст есть, но в лесу вот я сейчас прошелся. Меня немножко не держит, вот чуть-чуть буквально. Но Спартан, я уже знаю, будет держать отлично. Площадь большая, хоть он и тяжелее. Все, собираюсь домой. Сейчас 15 минут посидел тут, где вчера было поймано 3 первых окуня. И не поклевки. Даже мелочь не клюет. И все, короче. Желания рыбачить большого нету. Ладно, все, всем пока. До новых встреч на канале. И всем удачи. Упаковываю и все, ухожу домой.